Где-то далеко в лесу жил мужчина по имени Лука со своей семьей. Это было новое начало жизни для Лука и его семьи, которые переехали в новый дом недалеко от леса. Лука любил природу и хотел, чтобы его дети были как можно ближе к ней, поэтому он был очень доволен своим новым домом. Жена Луки по имени Андре не была в восторге от перемен, но после долгих обсуждений ему удалось ее убедить. Первые 2 дня в новом доме прошли замечательно. Семья гуляла подолгу, а дети весело бегали. Все шло так хорошо, что Лука был уверен, что принял правильное решение. Но одним ранним утром он ужаснулся увиденному. Он никогда раньше не видел, чтобы животное вело себя так. Медведь стоял на задних лапах и стучался в окно. Как только Лука и его любопытные дети увидели это зрелище, медведь перестал стучать и убежал в лес. Как будто животное хотело, чтобы за ним последовали. Медведь немного углубился в лес и повернулся, чтобы посмотреть на них. Казалось, он хотел, чтобы они последовали за ним. Лука был удивлен странным поведением животного, но отмахнулся от этого. В следующий раз они заметили медведя, когда Андрея утром спустилась на кухню за стаканом молока. Она была встревожена, увидев медведя. Лука и дети рассказали ей, что видели одного, но она подумала, что они шутят. Теперь она знала, что это правда, и была так зла на Луку. Как они могут оставаться в том доме, зная, что медведь приходит к ним? Но после третьего визита медведя Лука решился последовать за ним. Когда Лука приблизился к двери, медведь побежал в лес, а затем остановился, ожидая, пока Лука догонит его. Как вы можете себе представить, Лука был очень нервным, когда вышел из дома, поэтому он держал некоторую дистанцию между собой и медведем. Это было легко, потому что каждый раз медведь шел впереди. Может быть, ему нужна была помощь в чем-то, но что если медведь просто заводил его глубоко в лес, чтобы напасть? Через 15 минут он все еще следовал за медведем, и чем дольше он это делал, тем больше его любопытство разгоралось. Тропа, по которой шел медведь, вела через лес, но им не нужно было расчищать путь, чтобы продвигаться по ней. Казалось, кто-то или что-то уже прошел по ней, расчищая дорогу. К удивлению Луки, чем дальше они шли, тем больше он видел признаки того, что здесь уже были люди. Эта область не была такой нетронутой, как та, откуда они только что пришли. Вдруг Лука понял, куда они направлялись. Вдали он мог видеть деревянную хижину за деревьями. Это был его сосед. Все жили довольно далеко друг от друга, поэтому знакомство с соседями было немного сложнее. Но он знал, что в той хижине не живет мужчина. Лука не мог понять, что происходит. Они подошли к хижине, и медведь начал толкать гаражную дверь, и внезапно дверь гаража открылась. Тогда Лука увидел другого медведя, лежащего на полу гаража. Так вот, что так встревожило медведя. Животное в гараже тяжело дышало, и было очевидно, что оно в плохом состоянии. Это был медвежонок. Медведь, который привел его сюда, это мать этого медвежонка. Медвежонка нужно было показать ветеринару, потому что медвежонок не сможет выжить в дикой природе в одиночку. Тогда Лука понял, что именно искала медведица. Ранее она оставила своего детеныша в хижине, пока искала Луку. Вот почему она была так отчаянна, чтобы он последовал за ней. В конце концов Луке удалось вызвать ветеринара, чтобы помочь этим животным. Мама-медведица была перевезена во временное убежище, пока медвежонок лечился. Как только медвежонок вернулся в хорошее состояние здоровья, их обоих выпустили. Лука и его семья все еще видят этих двух медведей время от времени. В последний раз, когда они их видели, медведи выглядели здоровыми и благополучными. Мама-медведица больше не приходит к дому Луки, чтобы поприветствовать его. Это замечательно для всех, он был рад, что смог помочь ей. Но также был рад, что все закончилось. С течением времени Лука стал задумываться о приключении с медведями. Он осознавал, что такая встреча могла бы иметь совершенно иной исход. Если бы он поступил иначе или же просто не отправился за ними, вся эта история могла бы закончиться катастрофой. Лука был благодарен судьбе за то, что сумел оказать помощь и поддержку двум медведям. Это событие в жизни Луки оставило ему глубокий след. Теперь он осознавал, насколько важно быть бдительным и осторожным во время прогулок по лесу.
Он начал обращать больше внимания на природу и окружающую среду, стремясь не только избегать опасности, но и заботиться о животных и окружающем мире. Воспоминания о том дне с медведями оставались у Луки на протяжении всей его жизни. Он не прекращал удивляться тому, как маленькое событие может повлечь за собой целую череду событий и перемен в жизни. Это побудило его быть более ответственным и внимательным в своих решениях, особенно когда дело касается естественного мира и его обитателей. Лука всегда носил с собой фотографию медвежат, которые ему удалось спасти. Она напоминала ему о силе солидарности и способности каждого человека внести свой вклад в реальность животных и природы в целом. Быть свидетелем преобразования и исцеления животных помогло Луке подтвердить свою веру в силу добра и сострадания. Он знал, что, будучи больше осознанным и заботливым к окружающему, он может внести свой вклад в создание лучшего и более сбалансированного мира для всех существ. Однако, даже после того, как медведь вернулся в свою природную среду, Лука продолжал задумываться о том, какие удивительные встречи его ждут впереди. Он был под впечатлением от этого события и осознавал, что в лесу скрывается множество таинственных и захватывающих историй. Идея исследования новых мест и общения с животным миром стала для Луки смыслом его жизни. Он стал активным участником экологических проектов, сотрудничал с местными организациями по сохранению природы, исследовал дикие территории вместе с учеными и проводил экскурсии для молодежи. В своих путешествиях Лука стал свидетелем различных явлений природы, он видел птиц во время их миграций, следил за рождением новых жизней в лесах и вдыхал аромат цветущих полей. Каждый раз, когда он погружался в этот мир, его благоговение перед природой росло. Он понял, что мир дикой природы полон запутанных и загадочных историй, и больше не мог представить свою жизнь без этих удивительных встреч. Лука решил посвятить себя жизни защите и бережному отношению к окружающей среде. Он понял, что каждая встреча с животным миром– это шанс понять больше о себе и о том, как мы, люди, взаимодействуем с миром природы. Так Лука стал профессионалом в области природы и окружающей среды, но каждый раз, когда он оказывался глубоко в лесу или на открытых просторах, он волнительно вспоминал свою первую встречу с медведями. Тот день изменил его жизнь навсегда и подарил ему не только важный опыт, но и новое направление, по которому он двигался всю свою жизнь. С течением времени Лука начал задумываться о природе и значении этой встречи с медведями. Он осознал, что жизнь в окружении дикой природы имеет множество тайн и неожиданных поворотов событий. Он начал интересоваться местной экологией и защитой диких животных. Лука присоединился к местной организации по охране природы и стал активным участником ее деятельности. Он узнал, что в регионе кроме медведей обитало множество других уникальных животных, которые нуждались в помощи и защите. Лука начал участвовать в программе по обозначению и мониторингу личности медведей, чтобы помочь социализировать их и предотвратить конфликты с людьми. Он проводил большую часть своего времени в дикой природе, изучая поведение животных и сотрудничая с учеными и экологами. Его знания и опыт позволили ему организовать образовательные мероприятия для местных жителей, где он делился своими впечатлениями и знаниями о важности сохранения природы. В результате его усилий местные жители начали понимать важность баланса между жизнью в гармонии с дикой природой и защитой своих интересов. Они стали активно вовлекаться в местные программы по экологическому образованию и участвовать в добровольческих мероприятиях, направленных на очистку и охрану окружающей среды. Благодаря этому преображению сознания и сотрудничеству с местными жителями, регион превратился в пример экологического баланса и устойчивого развития. Медведи и другие животные стали более безопасными, а соседние деревни и города воспринимали их не только как угрозу, но и как сокровище своей природы. В конечном итоге Лука ощутил невероятное удовлетворение от своего вклада в охрану природы и защиту дикой жизни. Он решил посвятить свою жизнь этому делу, путешествуя по миру и разделяя свои знания и опыт с другими людьми. Он мечтал о том, чтобы каждый человек осознавал свою ответственность за окружающую среду и принимал участие в сохранении нашей планеты для будущих поколений. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.